Урок 1. Любовь к чтению. Привет. Анна, мне нравились книги с самого детства. Привет, Джон. Это прекрасно. Какие книги вам нравились в детстве? Мне нравились сказки и приключенческие истории. Они пробудили мое воображение. Сказки волшебны. У тебя есть любимая? Да, Питер Пен был моим любимым. Мне понравилась идея полететь в Неверленд. Это классика. Моя мама всегда говорила, что чтение — это путь в новые миры. Именно так. Книги могут отправиться в невероятные путешествия, не выходя из дома. Мама читала вам, когда вы были маленькими. Да, каждый вечер перед сном. Это было наше особенное время вместе. Звучит прекрасно. Совместное чтение создает такие прочные связи. Это действительно так. Думаю, это помогло мне развить любовь к историям. А что теперь? Ты до сих пор часто читаешь. Верю. Мне нравятся романы и научно-популярная литература. Они оба предлагают разные идеи. Отлично. Я тоже люблю читать научно-популярную литературу. Это все равно, что учиться с помощью историй. Абсолютно. Недавно я прочитал очень вдохновляющую биографию. О ком речь шла? Речь шла о Марии Кури. Ее решимость была поистине удивительной. Она была невероятным ученым. Что вас больше всего вдохновило в ее истории? Ее страсть к знаниям и настойчивость, несмотря на трудности. Это мощное послание. Оно побуждает нас продолжать двигаться вперед. Именно так. Я верю, что каждый может найти вдохновение в прочитанных историях. Я согласен. Что у вас в списке для чтения дальше? Я подумываю погрузиться в фэнтезийный сериал. Мне нужен эскапизм. Урок 2. Признание различий. Привет, Анна. Я благодарна за разнообразие нашего сообщества. Привет, Джон. Я полностью согласен. Это показывает, что мы ценим разнообразие и инклюзивность. Именно так. Каждый человек обладает уникальными перспективами и опытом. Это делает беседу более насыщенной. Вы встретили кого-нибудь интересного в последнее время? Да, я познакомился с женщиной из Бразилии, которая поделилась своей культурой и традициями. Звучит завораживающе. Что она рассказала вам о своей культуре? Она рассказала о карнавале и о том, насколько яркими являются его празднования. Я слышала о карнавале. Костюмы и музыка должно быть потрясающие. Они действительно такие. Она даже показала мне несколько традиционных танцевальных движений. Как весело! Танцы — прекрасный способ выразить радость. Определенно, это также помогает разрушить барьеры между людьми. Совершенно верно. Мне нравится, как искусство и музыка объединяют всех нас. Кстати, о связях. Участвовали ли вы в каких-либо общественных мероприятиях? Да, в прошлые выходные я участвовал в международном потлаке.
Звучит очень вкусно. Какие блюда люди приносили? Каждый привез что-то из своей страны. Я приготовила пасту. Вкусно. Бьюсь об заклад. Это был хит. Ты пробовал какие-нибудь новые блюда? Да, кто-то привез пряное карри из Индии. Это было невероятно. Обожаю карри. Удивительно, как еда отражает культурную самобытность. Именно так. В нем рассказывается история о том, откуда мы родом. И это отличный способ отпраздновать наши различия, наслаждаясь общением. Урок 3. Культурные приключения. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы в ближайшее время спланировать культурную поездку. Звучит потрясающе. Куда ты хочешь пойти? Я подумываю посетить Японию. Культура там очень богата и интересна. Да, в Японии уникальное сочетание традиций и современности. Что вас больше всего интересует? Мне очень хочется побывать на фестивалях и попробовать настоящие суши. Мне не терпится услышать о твоих приключениях в суше. Ты тоже планируешь посетить храмы? Абсолютно. Архитектура храмов захватывает дух. Я хочу узнать об их истории. Это было бы очень полезно. Знаете ли вы, что у каждого храма своя история? Да, я читал, что они часто отражают местную культуру и убеждения. Невероятно, насколько история связана с местами. Планируете ли вы исследовать другие города? Определенно. Я хочу увидеть Киото с его прекрасными садами и традиционными чайными церемониями. Звучит восхитительно. Чайные церемонии — это такой безмятежный опыт. Не могу дождаться, когда смогу принять участие в одном из них. О японском этикете тоже можно многое узнать. Да, манеры очень важны в японской культуре. Заглядывали ли вы на какие-нибудь занятия? У меня есть. Мне показалось, что несколько уроков языка и кулинарии выглядят интересными. Отличная идея. Изучение языка улучшит ваш опыт. Именно так. Мне не терпится все спланировать и погрузиться в культуру. Похоже, это приключение на всю жизнь. У вас будет так много историй, которыми вы сможете поделиться. Надеюсь, что да. Изучение новых культур расширяет наш кругозор и обогащает нашу жизнь. Урок 4. Приветствуем здоровье. Привет, Анна. Я слышала, что ты сосредоточилась на здоровом образе жизни. Привет, Джон. Да. Я стала регулярно заниматься спортом и лучше питаться. Приятно это слышать. Что вдохновило вас на эти изменения? Я хотела стать более энергичной и улучшить общее самочувствие. Это отличная мотивация. Какие упражнения ты делаешь? Я занимаюсь кардиотренировками и силовыми тренировками. Это сложно, но весело. Похоже, это сбалансированный подход. У тебя есть любимая тренировка.
Мне очень нравится кататься на велосипеде. Это освежает и отлично подходит для прогулок на свежем воздухе. Велоспорт. Это круто. Вы нашли какие-нибудь интересные маршруты по окрестностям? Да, у реки есть красивая тропа. Пейзаж потрясающий. Звучит отлично. Природа действительно может улучшить впечатление от упражнений. Абсолютно. И это также помогает мне прояснить свой разум. Ты тоже занимаешься фитнесом. Я стараюсь вести активный образ жизни. Я люблю ходить в походы и иногда бегу по парку. Именно так. Кроме того, подниматься на вершину тропы приятно. Определенно. Мне нравится это чувство выполненного долга. Что вы делаете, чтобы сохранить мотивацию? Я ставлю перед собой небольшие цели и отслеживаю свой прогресс. Это помогает мне сосредоточиться и вдохновлять. Это умная стратегия. Я начала готовить еду, чтобы не отставать от диеты. Приготовление еды меняет правила игры. Это значительно упрощает здоровое питание. Да, это экономит время и помогает мне избегать нездоровых закусок. Приветствуем вашу приверженность здоровому образу жизни. Вы отлично справляетесь. Урок 5. Историческое начинание. Привет, Анна. Я читал об увлекательном проекте с 1824 по 1829 год. Привет, Джон. А чем был проект? Мерит и его друзья наняли рабочих, чтобы выкопать тонны земли для канала. Звучит как грандиозное начинание. Какова была цель канала? Оно предназначалось для улучшения транспортных и торговых путей в этом районе. В этом есть смысл. Каналы могут значительно стимулировать местную экономику. Столкнулись ли они с какими-либо проблемами? Определенно, они столкнулись с труднопроходимой местностью и погодными условиями. Это было непросто. Могу себе представить, что побудило их идти дальше, несмотря на трудности. Они верили в долгосрочные выгоды и потенциал процветания. Это вдохновляет. Удивительно, как видение помогает людям преодолевать препятствия. Именно так. Их решимость окупилась, когда канал был наконец завершен. Когда его официально открыли, Он открылся в 1829 году и изменил способ транспортировки товаров. это впечатляет. Повлияли ли такие каналы и на другие регионы? Да, во многих районах были приняты аналогичные проекты по расширению торговли и взаимосвязанности. Интересно, как один проект может задать тренд для будущих разработок. Верно, это показывает, как инновации и упорный труд могут привести к долгосрочным переменам. Мне нравится изучать историю с помощью таких впечатляющих историй. Получил ли Мерит признание? Он это сделал. Его усилия получили высокую оценку, и он стал ключевой фигурой в местной истории. Урок 6. Подготовка к выходным. Привет,
Анна, ты закончила покупки на выходные? Пока нет. Мне все еще нужно кое-что забрать. Как насчет тебя? Большую часть я уже сделал, но мне все еще нужно купить продукты. Это умно. Что вы обычно покупаете на выходные? Мне нравится запасаться свежими фруктами, овощами и закусками на вечер кино. Звучит очень вкусно. У тебя есть любимый фильм, который ты планируешь посмотреть? Да, я хочу посмотреть новый боевик, о котором все говорят. Я об этом слышала. Это основано на книге или оригинальной истории? Это оригинальная история. Мне нравится, когда кинематографисты придумывают новые идеи. Я тоже. Это делает вещи интересными. Ты обычно смотришь фильмы в одиночку или с друзьями? Я предпочитаю смотреть с друзьями. Делиться впечатлениями веселее. Я согласен. Какие закуски вы обычно готовите к киновечерам? Я люблю готовить попкорн и иногда пеку печенье в качестве сладкого угощения. Вкусно. Домашнее печенье. Самое лучшее. Какое вы печете? Шоколадная крошка– моя любимая. Это классика. А как же ты? Мне нравится готовить овсяное печенье с изюмом. Они жевательные и приятные. Звучит прекрасно. Мне стоит попробовать их как-нибудь приготовить. Вам определенно стоит. Их легко приготовить, и они всегда пользуются успехом. Я добавлю его в свои планы на выходные. Есть ли у вас другие планы на эти выходные? В хорошую погоду я могу пойти в поход. Мне нравится проводить время на свежем воздухе. Звучит освежающе. Природа– отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Урок 7. Выбор завтрака. Привет, Анна. Я начала есть легкий завтрак по утрам. Привет, Джон. Звучит здорово. Что ты обычно ешь? Я обычно беру быстрый смузи и немного фруктов перед тем, как отправиться в путь. Отличная идея. Смузи очень питательны. Что вы добавляете в свой? Для освежающего начала я смешиваю бананы, шпинат и йогурт. Вкусно. Я тоже люблю добавлять ягоды. Они богаты антиоксидантами. Определенно. Вы регулярно завтракаете. Мне нравится готовить овсяные хлопья на ночь. Они сытные и простые в приготовлении. Овсяные хлопья на ночь звучат удобно. Какие ингредиенты вы используете? Я смешиваю овес с миндальным молоком, семенами чиа и утром добавляю фрукты. Звучит очень вкусно. Вы экспериментируете с разными начинками. Да, иногда я добавляю орехи или немного меда для дополнительного вкуса. Мне это нравится. Удивительно, как завтрак может быть и полезным, и вкусным. Именно так. Это задает позитивный тон дню. Ты завтракаешь дома. В большинстве дней да. Но в напряженное утро я ем его в дороге.
Понимаю. Лучше быстро позавтракать, чем совсем его пропустить. Конечно. Что вы делаете, когда у вас есть больше времени на завтрак? Мне нравится готовить тосты с авокадо с вареными яйцами. Это так приятно. Звучит замечательно. Мне стоит попробовать это на выходные. Вам определенно стоит. Это отличный способ начать расслабляющий день. Мне не терпится попробовать новые идеи для завтрака. Приятно все смешивать. Урок 8. Финансирование проекта. Привет. Анна, вы слышали о финансировании нашего проекта? Привет, Джон. Да, я слышал. Они одобрили на это $100 000. Это просто фантастика. Это определенно соответствует тому диапазону, о котором мы говорили ранее. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, как мы можем эффективно использовать этот бюджет. Я тоже. Как вы думаете, что должно стать нашими главными приоритетами? Я считаю, что в первую очередь нам следует сосредоточиться на исследованиях и разработках. Я согласен. Инвестиции в исследования и разработки заложат прочную основу для проекта. Именно так. В дальнейшем нам также необходимо выделить часть средств на маркетинг. Хорошее замечание. Маркетинг поможет нам эффективно охватить нашу целевую аудиторию. Да, если мы создадим мощную кампанию, это повысит нашу узнаваемость. Задумывались ли вы о потенциальных маркетинговых стратегиях, которые мы могли бы использовать? Я думала о социальных сетях и инициативах по взаимодействию с общественностью. Это отличная идея. Взаимодействие с сообществом может укрепить доверие. Да, и в долгосрочной перспективе это помогает создать базу постоянных клиентов. Говоря о клиентах, мы также должны учитывать их отзывы во время разработки. Абсолютно. Их вклад может помочь нам в принятии лучших решений. Все дело в сотрудничестве. Каков следующий шаг в нашем планировании? Думаю, нам следует организовать встречу для определения наших целей и сроков. Звучит отлично. Давайте убедимся, что все на одной волне. Именно так. Четкая коммуникация приведет нас к успеху. Я с нетерпением жду начала этого проекта. Урок 9. Театральные истоки. Привет. Анна, я читал об истории театра в Стратфорде, Онтарио. Привет, Джон. Звучит интересно. Что вы узнали? Я узнал, что до недавнего времени там все еще не было попыток создать шекспировский театр. В самом деле, я бы подумала, что такой знаменитый драматург вдохновит на ранние спектакли. Вы бы так и подумали. Сейчас Стратфорд довольно известен своей арт-сценой, но для его развития потребовалось время. Это удивительно. Как вы думаете, что изменилось за эти годы? Думаю, создание Стратфордского фестиваля в 1953 году сыграло важную роль. Да, я слышала об этом фестивале. Должно быть, он привлек много талантов и зрителей. Абсолютно.
Это превратило Стратфорд в центр для любителей театра со всего мира. Это просто фантастика. Какие пьесы они обычно показывают? Они сосредоточены на пьесах Шекспира, но в них также представлены современные произведения и мюзиклы. Звучит как отличный микс. У тебя есть любимая пьеса Шекспира? Мне очень нравится «Ромео и Джульетта». Тема любви и судьбы не подвластна времени. Это классика. Мне нравится язык и глубина персонажей. Да, удивительно, как произведения Шекспира до сих пор находят отклик. Вы когда-нибудь видели живое исполнение одной из его пьес? У меня есть. На фестивале я посмотрела «Сон в летнюю ночь». Это было волшебно. Могу только представить. Атмосфера, должно быть, была невероятной. Так оно и было. Актеры так увлекательно воплотили персонажей в жизнь. Мне бы очень хотелось когда-нибудь это испытать. Живой театр обладает уникальной энергетикой. Это прекрасный способ оценить искусство повествования. Урок 10. Креативный маркетинг. Привет, Анна. Есть ли у вас другие маркетинговые предложения, которые мы могли бы рассмотреть? Привет, Джон. Я подумала, что мы могли бы наладить партнерские отношения с другими местными компаниями. Отличная идея. Сотрудничество может повысить нашу узнаваемость и охват аудитории. Именно так. Например, мы могли бы сотрудничать с кафе для проведения совместных рекламных акций. Мне это нравится. Специальная скидка для клиентов, пользующихся обеими услугами, может привлечь больше людей. Да, мы могли бы даже проводить совместные мероприятия, например, чтение книг или художественное шоу. Звучит забавно. Это создаст уникальный опыт для наших клиентов. Определенно. Кроме того, это позволяет нам задействовать клиентскую базу друг друга. Думали ли вы о конкретных компаниях, к которым мы могли бы обратиться? Я думала о местном книжном магазине и нескольких художественных галереях неподалеку. Они были бы идеальны. Их аудитория хорошо соответствует нашему целевому рынку. Именно так. Мы также могли бы рассмотреть возможность сотрудничества в социальных сетях для расширения нашего присутствия в интернете. Отличное замечание. Совместные розыгрыши или конкурсы действительно могут заинтересовать наших подписчиков. Да, это интересный способ создать ажиотаж и привлечь новых клиентов. Как насчет партнерств с влиятельными лицами? Они могут помочь быстро распространить информацию. Это фантастическая идея. Сотрудничество с местными влиятельными лицами может повысить наш авторитет. Абсолютно. Их рекомендации могут привести к повышению доверия и интереса. Вы видели местных влиятельных лиц, разделяющих ценности нашего бренда? У меня есть блогер по стилю жизни, который специализируется на поддержке местного бизнеса. Отлично! Мы должны связаться с ней и предложить сотрудничество. На этой неделе я напишу электронное письмо. Мне не терпится увидеть,
К чему могут привести эти партнерские отношения? Урок 11. Обеспечение успеха. Привет, Анна. Я изучаю методы аранжировки нашего предстоящего мероприятия. Привет, Джон. Звучит великолепно. У тебя есть идеи? Я подумывал использовать круглую рассадку для лучшего общения. Это разумный выбор. Это способствует вовлечению и упрощает общение. Именно так. Должен ли я рассмотреть какие-либо конкретные методы аранжировки презентации? Да, U-образная конфигурация тоже может подойти, особенно для обсуждений. Хорошее замечание. Это позволяет всем видеть друг друга и говорящего одновременно. Верно. Я также предлагаю оставить немного места для движения. Это создает ощущение открытости в окружающей среде. Отличная идея. Наличие места для передвижения людей может создать более комфортную атмосферу. Кроме того, подумайте об освещении. Это может создать настроение для мероприятия. Абсолютно. Правильное освещение может существенно повлиять на самочувствие людей. И не забудьте про декорации. Они могут улучшить тему и общую атмосферу. Да, мы могли бы использовать баннеры и украшения на середине стола, соответствующие теме нашего мероприятия. Мне это нравится. Это добавляет индивидуальности и делает пространство более привлекательным. А как насчет аудиовизуальных аранжировок? Должен ли я тоже это планировать? Определенно. Убедитесь, что все могут четко видеть и слышать презентации. Я проверю оборудование и убедись, что оно правильно настроено до начала мероприятия. Отличная идея. Саундчек поможет избежать технических проблем. Теперь я увереннее отношусь к договоренностям. Спасибо за ваш вклад. Урок 12. Честная конкуренция. Привет, Анна. Я читала о недавней школьной гонке, и команда выступила очень плохо и заняла последнее место. Привет, Джон. Это прискорбно. Что произошло во время гонки? Очевидно, что некоторые участники чувствовали себя плохо, что сказалось на их производительности. Это сложно. Было бы нечестно сказать. Он просто ужасный бегун. Именно так. Вы должны учитывать обстоятельства и их усилия в гонке. Верно. У всех есть выходные дни, и это не определяет их способности в целом. Я согласен. Важно поддерживать друг друга, независимо от результата. Абсолютно. Поощрение может мотивировать их работать лучше в следующий раз. Как вы думаете, им следует больше внимания уделять тренировкам или формированию командного духа? Баланс и того, и другого был бы идеальным. Обучение важно, но командная работа повышает боевой дух. Это правда. Мероприятия по сплочению коллектива могут помочь ему укрепить связь и уверенность в себе. Да, увлекательные занятия могут сделать занятия более приятными и менее стрессовыми. Вы видели какие-нибудь эффективные упражнения по сплочению коллектива?
У меня есть. Такие игры, как эстафеты или падение доверия, отлично помогают улучшить командную работу. Звучит забавно. Это хороший способ развить доверие и коммуникативные навыки. Именно так. Кроме того, это помогает им научиться полагаться друг на друга во время соревнований. Надеюсь, скоро у них появится еще один шанс принять участие в соревнованиях. Они могут показать свой истинный потенциал. Я тоже. Все дело в настойчивости и извлечении уроков из прошлого опыта. Определенно, каждая гонка– это возможность расти как индивидуально, так и в команде. Урок 13. Инновации в лечении. Привет, Анна. Я читала о докторе Шоу и его вкладах после войны. Привет, Джон. Что он сделал такого важного? Он открыл собственную клинику, специализирующуюся на снижении осложнений и неудач в медицинских процедурах. Это впечатляет. Как ему удалось снизить частоту осложнений? Он представил инновационные методы и сделал упор на обучение пациентов перед процедурами. В этом есть смысл. Когда пациенты понимают, как их лечить, они с большей вероятностью будут сотрудничать. Именно так. Он также внедрил тщательный процесс контроля за выздоровлением. Отличная стратегия. Должно быть, это помогло выявить любые проблемы на ранней стадии. Да, его подход не только улучшил результаты лечения пациентов, но и укрепил доверие общества. Доверие имеет решающее значение в здравоохранении. Сотрудничал ли он с другими специалистами? Определенно, он работал с медсестрами и специалистами над созданием комплексного плана медицинской помощи. Похоже, это комплексный подход. Командная работа действительно может улучшить уход за пациентами. Конечно, удивительно, как его методы устанавливают новые стандарты в области медицины. Были ли его методы заимствованы в других странах? Да, многие клиники последовали его модели, что привело к улучшению общей практики здравоохранения. Приятно это слышать. Подобные инновации могут оказать долгосрочное влияние на общество. Абсолютно. Это показывает, как один человек может вдохновить на перемены и улучшить жизнь. Обожаю такие истории. Они напоминают нам о важности преданности делу и сострадания. Именно так вдохновляет мысль о том, как все мы можем внести свой вклад в позитивные перемены. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.